Привет, меня зовут Лена. На своем канале я готовлю полезные десерты без сахара. Сегодня я покажу вам, как приготовить вкусный веганский шоколадный торт, который, в отличие от большинства веганских десертов, имеет приемлемую калорийность и высокое содержание белка. Я также готовлю для вас видео с рецептом вкуснейшего шоколадного торта с черносливом и грецким орехом. Это видео выйдет совсем скоро. Подписывайтесь на мой канал и ставьте колокольчик, чтобы не пропустить этот вкуснейший тортик. Первым делом приготовим коржи. Нам понадобится 110 грамм муки. У меня это смесь полбяной и соевой. Вы можете выбрать и другие виды муки. Но чтобы результат наверняка порадовал, хотя бы половина муки должна быть из глютен-содержащих злаков – пшеницы, овса или полбы. Соевую муку я выбираю за высокое содержание белка. Кроме зерновых, нам понадобится 30 грамм льняной муки. Она помогает в этом рецепте заменить яйца. 15 грамм какао, 12 грамм подсластителя и 9 грамм соды. Смешиваем все сухие ингредиенты венчиком. И отдельно соединяем жидкие ингредиенты. Я взяла 220 грамм измельченных бананов и 180 грамм детского яблочного пюре без сахара. Пюре должно быть вот такой полужидкой консистенции. Если у вас гуще, то разбавьте его немного соком или водой. К бананам добавляем 50 грамм сока. Это может быть любой сок без сахара. У меня это сок лимона с водой. Измельчаем бананы в пюре. В бананы нужно добавлять сок, чтобы приблизить их консистенцию к консистенции пюре. Вы можете использовать другие ингредиенты для пюре. Суммарно должно получиться 450 грамм полужидкого пюре. Добавляем к жидким ингредиентам 25 грамм теплого кокосового масла. Тщательно перемешиваем венчиком. Здесь можно поиграть со вкусами пюре, но есть один важный нюанс. Если решите делать замены, пюре должно быть кислое, то есть содержать кислоту, иначе сода не прореагирует. Если сомневаетесь, включите в состав сок цитрусовых. Добавляем сухие ингредиенты и тщательно размешиваем. Вот такое густое тесто получилось. Перекладываем тесто в форму для выпечки диаметром 16 см. У меня это кольцо для выпечки, которое стоит на антипригарном коврике. Распределяем тесто лопаткой и отправляем выпекаться в разогретую до 180 градусов Цельсия духовку примерно на 1 час. А пока приготовим крем. Для веганского шоколадного крема нам понадобится 330 грамм соевого сыра тофу. С него нужно слить лишнюю жидкость, если она есть в упаковке. Сыр тофу прекрасно подходит для приготовления веганских десертов, но имеет не самый приятный запах, поэтому требует умелого обращения. С шелковым тофу, а он более мягкий, консистенция крема получится более гладкая. Но если будете использовать его, добавляйте меньше жидких ингредиентов в крем. Измельчаем тофу с помощью блендера. Вот такая масса получается. Добавляем сюда все остальные ингредиенты. 100 грамм фруктового пюре, 40 грамм лимонного сока с водой или кокосового молока, 40 грамм какао, 12 грамм подсластителя и 25 грамм растопленного кокосового масла. Соединяем все ингредиенты с помощью блендера. Вот такая гладкая, нежно-шоколадная масса получается. Благодаря фруктовым, лимонным ноткам в креме, а также ароматному кокосовому маслу, специфический запах тофу очень хорошо замаскирован, и его уже сложно здесь разгадать. Кстати, кокосовое масло можно заменить на какао-масло, тем самым вы получите еще более насыщенный шоколадный вкус. При комнатной температуре крем имеет не очень стабильную консистенцию, но в холодильнике станет более плотным благодаря застыванию кокосового масла и даже подойдет для покрытия и украшения торта. Перекладываем в кондитерский мешок и храним в холодильнике до сборки торта. Корж испекся.
Его готовность обязательно проверьте с помощью деревянной шпажки, так как время выпечки может отличаться. Вынимаем корж из кольца с помощью ножа. Благодаря наличию кокосового масла в составе он очень легко отходит от формы. Когда корж полностью остынет, можно упаковать его в пищевую пленку и хранить в холодильнике до сборки торта. А можно сразу после остывания нарезать. Из этого коржа нам нужно вырезать 3 одинаковых по толщине коржика. Срезаем неровную шапочку. На боковой стороне коржа намечаем линии надреза. И не спеша прорезаем, держа нож строго горизонтально. Получаются очень мягкие влажные коржи, на самом деле очень вкусные. Теперь можно приступать к сборке торта. Этот торт можно собирать в кольце или без него. Мне привычнее в кольце. Выкладываю ацетатную ленту. Немного крема на подложку, чтобы зафиксировать торт. Первый корж самый нижний. Пропитываем. На один корж в этом торте достаточно 15 грамм пропитки. У меня это смесь воды и сиропа топинамбура. Но пропитка может быть любая, например, какао или кофе. Прекрасно подойдут в этом торте. Выкладываем крем из кондитерского мешка. Примерно 160 грамм крема на один корж. Но этот крем настолько стабилен, что вы можете приготовить его в большем количестве и выложить более толстый слой крема. Разравниваем лопаткой. И выкладываем второй корж. Хорошо прижимаем, чтобы он соединился с кремом. Пропитываем. Второй слой крема. Разравниваем. И третий корж. Тоже обязательно пропитываем. Накрываем пищевой пленкой и отправляем в холодильник немного настояться. Здесь будет достаточно 3-4 часов. За это время крем полностью застыл и хорошо соединился с коржами. Снимаем кольцо и ацетатную ленту. И наносим тонким слоем крем. Этот слой нужен для того, чтобы декор хорошо фиксировался на торте, поэтому буквально 1 мм, всего 60 грамм крема. У меня будет так называемый голый торт, но если вы планируете покрывать торт полностью, то приготовьте в 1,5 раза больше крема, чем в рецепте. И оставшимся кремом я нанесу какой-то самый простой декор. Насадка «Закрытая звезда», 6 лучей. И немного ярких цитрусовых красок добавлю в серединку. Когда вы используете свежие фрукты в декоре тортов, их желательно покрыть нейтральным гелем. У меня это гель на основе агар-агара. 40 грамм воды и 1 грамм агар-агара. Я довела до кипения и с помощью кисти покрыла этим гелем мандарины сначала с одной стороны. Оставила застыть, он застывает очень быстро. Потом перевернула и покрыла с другой стороны. Такой гель можно неоднократно нагревать, если вдруг он у вас застыл раньше времени. Покрытые таким способом мандарины не подсохнут и не потеряют вид. Они имеют блестящую поверхность и выглядят эстетично. Я также выложила немного горького шоколада без сахара, веточки розмарина и дополнила декор кедровыми орешками. Вот такой милый тортик у нас получился. У него открытые коржи, такой дизайн называется голый торт. Давайте его разрежем. Простой шоколадный разрез. Шоколадные коржи, шоколадный крем – это очень просто, но при этом очень вкусно. Коржи мягкие и податливые, а крем очень вкусный и нежно-шоколадный, трудно даже сказать, что это ПП-торт. В нем совсем не чувствуется привкуса сыра тофу,
благодаря удачной комбинации ингредиентов. А еще скажу по секрету, сегодня вместо более нейтрального яблочного пюре я положила и в коржи, и в крем яблочно-ягодное пюре. Так вот, торт приобрел очень тонкий оттенок ягодного вкуса, такую пикантную изюминку, которую трудно почувствовать, если об этом не знать. Но она делает торт чуть-чуть особенным и отличающимся от просто шоколадного торта. Так что тут есть простор и для вашей фантазии. Можно добавлять разное пюре и сок, по-новому оттенять вкус или же добавить в торт ягодную или фруктовую начинку. Готовьте с удовольствием, готовьте красиво и радуйте своих родных и близких полезными сладостями. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, мне будет очень приятно. Подписывайтесь на мой канал и делитесь этим видео с друзьями. Пока!